Мое почтение всем аквариумистам. 200-литровый аквариум. Так, а что я хочу рассказать о нем? В середине января я поменял обслуживание аквариума. Стал делать большие подмены воды. Изменение заключается в том, что я за неделю стал менять воды 120 литров. Общий объем в аквариуме 170-175 литров. За неделю я меняю 120. Но меняю не за раз, а за 3 захода, понедельник, среда, пятница, по 40 литров каждый. Зачем я так делаю? Да не знаю. Так надо, грубо говоря. Потому что предыдущие обслуживания аквариумов показывали неплохие результаты с большими подменами воды. В общем, за эти 1,5 месяца сильных изменений не наступило, но не считая тех, что водоросли вообще нету, отсутствуют в аквариуме. И вот делаю эту съемку, я теперь понимать начинаю, почему щитолистник называют, по-моему, гидрокотила белоголовая. Снимать ее вообще тяжело, потому что вот отражается как зеркало какое-то. Вот только если яркость уменьшить сильно-сильно, не могу. Вот так хотя бы. Тогда только можно ее снимать. Наверное, кто-то заметил эту особенность раньше, так и назвали ее белоголовой. Так, какие особенности в моем аквариуме лично меня удивляют? Вот растения. Так, иди отсюда, сколько народ нервируешь. Хидиотис зальцмана. Вот побеги его. Все растения, как вы знаете, кто смотрит постоянно, растут просто в толще воды, не посаженные в грунт. И вот этот зальцман, назовем его так, прекрасно здесь выживает, дает побеги, просто растет толще воды, что радует меня. Так, что еще интересного? Альтернатера амини. Также уже 4 месяца или больше просто эти растения были... У меня есть тепличка на подоконнике, были они оттуда вытащены и просто воткнуты в растение сюда, толще воды растет. И вот как она выглядит, посмотрим. Вот, надеюсь, видно хорошо, конечно, есть небольшие недостатки. В общем, она вот таким бутоном растет у меня здесь. Еще что удивительно у меня, вот тут Монте-Карло был просто пучок воткнут, и он где-то там. Так, здесь надо свет включить. Так, вот так лучше видно. Вот пучок, он там аж. Но здесь он, как вы видите, уверенно сел на грунт и растет себе, горе не знает. А чтобы вы имели представление, до источника света порядка 70 сантиметров. Так, что еще интересно? 2 недели назад я делал прополку в своей тепличке, и на этот раз там сильно стало все зарастать гидрокотилой трипартитой. Была сильная прополка, все повыдрал ее оттуда. И пучок не стал выкидывать, а вот 2 недели я ее как
сюда просто воткнул, вот она вот так выглядит. Но это в смысле того, как растения приживаются из теплицы в аквариуме. В этом случае все в порядке. Так, для примера вот она же, только водная форма постоянная. Пришлось яркость убрать по максимуму, так как она тоже сильно отражает свет. Вот так. Так, ну, по красным растениям медведика рубин. Так, тротала мешает. Сейчас мы ее посмотрим. Ну, состояние хорошее, удовлетворительное, скажем так. А что мне самому интересно стало, это вот этот задний фон аквариума именно поверху. Раньше задний фон аквариума выделялся папоротник балбитис, и он был хорошо заметен. Но со временем щитолистник, который я просто ложил сзади сверху, и Монте-Карло постепенно разрастались и создали вот такой фон. Сейчас я вам покажу поближе. Ну и в итоге получились вот такие заросли. Единственное, как я пытаюсь за ним ухаживать, щитолистник, он постоянно разрастается, вперед лезет. Я его только обрезаю, которые вперед лезут, а он там у меня разветвляется. Также мы что видим? Ричия, с которой я боролся целый год и не победил ее. Она также здесь заселилась хорошо. Монте-Карло, как видите, в хорошем состоянии. По нему я определяю нитраты в аквариуме. Ну, в общем, вот так все это выглядит, только я изредка прополочку делаю, чтобы совсем там густо не было. Также вы видите вот середина аквариума. Давайте посмотрим поближе. Так. Вот. Как смог. А здесь вы видите уже ричия хорошо прям расселилась. Ну, вот эта часть аквариума, это царство креветок. Всяких разных. Они там себя чувствуют более-менее комфортно. Их там никто не пытается сожрать, там и мелкоты много. И из-за этого креветок у меня в аквариуме очень много. Ну и чтобы хоть, как говорится, видно было, какой у меня фон в аквариуме, вот это место я регулярно маленько очищаю, чтобы как-то был хоть какое-то не однообразное заросшее, а был видно фон. Фон, как вы видите, у меня белый. Также и правый угол. Но здесь Монте-Карло. Это я, который коврик удалил из 100-литрового аквариума. Я его сюда в правый угол задвинул. В общем, там тоже все хорошо разрастается. Ну, если вы внимательно присмотритесь, так ли уж нет у меня водорослей. Вот они малюсенькие. Обрастания есть, пучочки. Но их очень мало. Ну, в общем, вот так выглядит правый угол, где у меня большая помпа стоит с большой губкой.
Но как я все добивался и добился все-таки, меня постоянно раздражал вид помпы. И вот таким образом я все-таки спрятал, и в моем аквариуме оборудование абсолютно не видно. Для фильтрации помпа здесь 8 ватт, 800 литров в час. Помпа с губкой, губка большая, среднепористая сейчас. Нет, сейчас стоит крупнопористая губка. Ну, думаете, что вам губка воду чистит? Нет, ребята, здесь крупнопористая губка. Фильтрация, сами понимаете, на 200 литров, помпа 8 ватт стоит. Так, брысь отсюда, ты вот только народ раздражаешь, окаянная. Народ на тебя сильно реагирует. И вот, видите, какая вода? Вода фактически кристально чистая. Конечно же, вам воду в аквариуме чистить, безусловно, может быть у кого-то и внешний фильтр, но в моем аквариуме фильтрацией воды именно вот такой чистой занимается это грунт аквариумный. Креветки в аквариуме у меня всякие разные, я их сильно не сортирую, какие есть, такие и есть. Цветные или бесцветные. Главное, что они есть у меня. Кстати, вот при вот таком без отбраковки появились синие креветки. Их немного, но они там как-то вывелись, и они редко попадаются, но они есть синие креветки. Так, что еще после подмен воды? Кто видел мои видео ранешние, когда я переделывал дизайн маленько, когда я все анубиасы посадил в правый угол, их было так много, а вот сейчас их мало, их просто не видно. Папоротник балбитис их все накрыл. А к чему я это? Вот можете посмотреть, сейчас я приближу. У меня были постоянно вот такие обрастания небольшие. Но сейчас, вот после этих подмен воды больших, это все потихоньку уходит. Вот, здесь хорошо видно. Это старый лист, и он очищается. Новые листы все в хорошем состоянии. Так, ну вот и поделился всеми секретами обслуживания аквариума, подмена воды, добавление удобрений 3 раза в неделю. И все. Удобрения все у меня самомес, калий, нитраты, фосфаты. Ну вот все рассказал я вам. Всем удачи, добра, мира. Спасибо за просмотр.